Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Что ждет? Что придет в вашу жизнь? Что вас удивит? Или будет для вас неожиданно? И карты старинного цыганского пасьянса нам расскажут о событиях ближайших дней. Вот давайте с вами узнаем, что же там случится или произойдет со дня на день. Как изменится, может быть, ваша жизнь, или с какими событиями в целом вы столкнетесь. Может быть, и придется в чем-то принимать важные решения, потому что в целом февраль месяц для каждого знака зодиака это, знаете, как между двух состояний выбора и ожидания. Вот что-то мы здесь, повторюсь, каждый в своей сфере жизни. У каждого, безусловно, свои вопросы. Но так в целом причины, если мы говорим, да, возникшей ситуации или каких-то обстоятельств, это когда нам и выбор вроде надо делать, но и присутствует ожидание. Ладно, давайте пойдем вперед и будем, конечно, реалистами. Любой расклад, прогноз, это только один из альтернативных вариантов. Их может быть тысячи. Но для вас, мои дорогие, смотрите, у вас выпадает голубь. Вопросы благополучия. И в целом это может быть само по себе время такое доброе в отношении вас. Что-то стабилизируется, может быть, и вы будете направлять, точнее, свои энергии на то, чтобы разобраться в какой-то теме, вопросе, для того, чтобы было больше порядка, больше понимания, зачем это нужно. Или вам нужно буквально стабилизировать какую-то тему, которая все никак не решается. У вас это получится. Я не исключаю, смотрите, корона, что у кого-то из вас это подписание важных документов или встречи с важными людьми. Может быть, это персоны, которые занимают определенный пост, но и корона символ власти, но и вашей власти сейчас немало. Вот такие добрые энергии. Значит, действительно, разобраться в какой-то теме. У вас к этому есть и предпосылки, и как бы и сил хватит. Ну и, понятно, ваш знак зодиака олицетворяет и интеллект, поэтому интеллекта тоже, да? Может быть, это и есть какая-то многоходовочка или какая-то запутанная история. Но тут как будто стабилизируется в принципе более такой уверенный, продуманный период жизни. У кого-то из вас, смотрите, цыганка, прописано лицо. Именно лицо имеется в виду тот человек, которого мы недостаточно хорошо знаем. Может быть, это контакты с тем человеком, которого вы, ну, может быть, и были контакты прежде, но вы еще его не знаете хорошо, правда? Или это у кого-то и новое знакомство тоже. Может быть, и по делам. Тут ведь банально, нас могут как будто рекомендовать, или мы можем встретить какого-то специалиста даже, да, если нам нужно решать вопросы по жилью или то, что касается нашей личной вот именно жизни. Я не имею в виду любовь, а место проживания, или пусть это вопрос, который связан с финансами, мои дорогие. У вас еще, смотрите, власть, да, символ власти, благополучия и домашний очаг. Это и наши и домочадцы, и одновременно стены, буквально вопросы недвижимости. И у кого-то из вас, смотрите, вы можете получить, кстати, от какого-то лица известие, новость. Вот чаще всего по колоколу это идут внешние события или какая-то новостная палитра, информация. Ну, может быть, это даже вы что-то как бумагу, письмо получаете. Но чаще всего это то, что вот именно извне происходит. Это то, что вы не инициировали, вы об этом, может быть, даже вообще не думали. Вас это может какая-то новость и удивить. Но с этим что-то нужно делать. Или как-то нужно правильно провзаимодействовать. Для кого-то из вас тут может таки решиться вопрос или, по крайней мере, методы решения вопроса. Выпадает сразу закрытый путь. Может быть, так и неожиданно поворачиваются события, что вы куда-то собирались прежде, а здесь вы это будете переигрывать, переносить сроки. Может быть, это и было связано с тем, что какая-то персона собиралась, может быть, вы вместе, какая-то встреча. Ну, у кого-то личного характера, а у кого-то деловая. И здесь как будто закрывается путь. Может быть, какая-то встреча не состоится. Что-то вы будете по телефону или в переписке оговаривать. Ну, тут самые разные варианты могут быть. Но, повторюсь,
Вот этот колокол, какое-то известие, которое мы не можем оставить без внимания. Хотя точно так же для кого-то, знаете, это как, ну, может быть, как колокол набат, да, когда вы уже себя приготовили к какому-то этапу, может быть, думали, что какое-то дело будет слишком долго, да, вот как-то растянуто, да, вами осуществлено. И вдруг, неожиданно, появляется какая-то возможность, и вы понимаете, что либо вам вообще самим не нужно что-то продолжать, как будто нет смысла, ну, или, может быть, где-то дело закончите быстрее, чем вы предполагали, какой-то срок. Смотрю, что мы можем еще с вами соединить. В нашем пасьянсе, напоминаю, в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Вот смотрите, тут может быть еще и такое значение, очень символично. У вас замок, колокол, маска. Вы можете для себя обнаружить, и может это и будет вот этот колокол, неожиданность. Это как какая-то маска, человек, который долгое время как будто скрывался, да, вот именно за масками, пытаясь создать у вас о себе какое-то представление. Здесь может какая-то правда выйти наружу. Да, она может быть и для вас несколько шокирующая или неожиданно. Но тогда эта маска, как будто она спадает, понимаете? И вы понимаете, может быть, даже, знаете, у кого-то проиграется такая конфигурация. Вы уже на что-то решились. Может быть и так. Или сформировали отношение к чему-либо или к кому-либо. И вдруг приходит какая-то информация или у вас, у самих, на что-то открываются глаза. И вы тогда себе говорите: нет, мне туда не надо. И вот такая тоже может быть история. Поэтому перекладывайте на себя. Вы бы точно есть какая-то персона, когда вы понимаете, что, ну, это с вами могут играть. Я не исключаю, что, может быть, и вам в какую-то игру пришлось включиться, потому что, смотрите, маска, да, и вот буквально на одном пятачке, и одновременно змея. Вы можете узнать, что человек был с вами далеко не честен, и это вам маску за пазухой надо иметь, чтобы, ну, как выкрутиться из какого-то щекотливого положения. Тогда я могу сказать, у вас получится. Ну, тогда и вы себе словно дадите зарок больше в такие ситуации не попадать. Вот, кстати, может быть, это ваша именно маска, потому что вы понимаете, словно какие-то силы, которые я не могу просчитать. Или какие-то люди, которые, ну, вот конкретный, да, человек, у каждого ведь тут по-своему. Может быть, это связано с ситуацией. Когда мне долгое время транслировали что-то хорошее, или вот каким-то образом, ну, создалось в вашем сознании такое представление о ком-то. А тут вот все это может перевернуться с ног на голову. Ну, точно так же это может где-то проиграться, что, знаете, вы о человеке тоже создали себе какое-то представление, и вот этот шаблон тоже будет ломаться. Вот этого я не исключаю. Происходят некоторые метаморфозы, и они, скорее всего, будут связаны с людьми. Самое главное, надежные люди, так хочется напомнить, да? Не те, которые, ну, может быть, у нас и вызывают какие-то такие приятные эмоции, но это все-таки не совсем про эмоции. Тут нужно, для вас будет, по крайней мере, важно, вот именно или важна вот эта самая стабильность во всем, да? Тут не количество, а именно качество для вас важно. Не вижу, пока я с вами говорила, больше совпадений. И пойдем с вами дальше. Так вот, что же будет дальше, мои дорогие близнецы? Это нам карты со дня на день как бы показали, может быть, с чего все начинается. А вот что будет продолжаться? Что идет в вашу жизнь? И придет, да, на ваш порог. С чем вы столкнетесь? Вот явно выбор какой-то у вас есть. У нас у всех есть. В феврале месяце у каждого знака зодиака своеобразный выбор и в каком-то контексте элемент ожидания. Вот у каждого тут по-своему, и ожидание бывает разное. Но нам вот именно нужно выбор этот осуществить. И есть какие-то зависшие темы. Вот вам с этим предстоит разобраться. Вполне вероятно, вы получите действительно какую-то весточку, хотя по пажу Пентакли это могут быть вопросы, которые связаны с детьми, но точно так же у кого-то могут быть связаны с домом, с переездом, местом проживания, пребывания.
Или это тема финансовая, мои дорогие? Жрица. Но это та, которая все знает, но вокруг нее не знает никто. Она умеет хранить свои тайны, и чужие, где-то тоже. Она умеет, как правильно работать с подсознанием, со своей интуицией. И, может быть, у нас с вами время непростое, когда мы не все вот можем уложить в логику, да, то, что вокруг нас, что, может быть, мы сами хотели бы осуществить, но получают какие-то задержки. Но, может быть, таким образом нам Вселенная подсказывает: а тебе туда не надо. Вот если мы какой-то прежний сценарий много раз пытались реанимировать, а вот и ныне там, нужно ли в этом участвовать, нужно подумать. Паш может символизировать как новый жизненный этап, что идет в вашу жизнь. Я не исключаю, что это может быть и просто какой-то человек, который намного моложе вас. И тогда рядом карта Верховная Жрица будет говорить о том, что запутанная история. Королева мечей. Но это где-то вы сами, причем в таких рационально холодных энергиях. Я только что сказала, выбор есть, а это прообраз Юдифи. Любой выбор, наверное, отказ уже подразумевает. Конечно, для кого-то из вас что идет в вашу жизнь. И у кого-то могут быть вопросы, которые напрямую, к примеру, связаны с узкими специалистами. Ну, может быть, это юристы, адвокаты, может быть, и врачи отчасти. Да, вот есть то, что мы должны решить рационально. Эмоции здесь ни при чем. И, может быть, вы и будете, и есть какое-то известие, которое вы получаете, если мы спросили, что идет в вашу жизнь. Пришла какая-то информация. Для вас она выглядит как путаница. Тогда карта будет говорить: проясни максимально, чтобы не было белых пятен. И не устраивай себе глубокую философию. Вот смотрите, что идет в вашу жизнь. Тут действительно любая информация, любая новость, любое, может быть, там появление какого-то человека. Это все не случайно. Зачем-то он появился в вашей жизни. Либо человек, либо сама новость появилась. И задача не погрузиться, знаете, как прежде, в какое-то обдумывание или, ну, как раскладку некоторых методов работы или методов взаимодействия, как это вы делали когда-то. Потому что вы можете подзастрять в чем-то. Вот я вижу, я считаю, что так должно быть правильно. И мы как будто рискуем остаться один на один со своими мыслями, со своими какими-то задачами, но это не будет вписываться в новую реальность. Поэтому гоните от себя глубокую философию на мелком месте в этот период, что идет в вашу жизнь. Доброй энергии мы иногда говорим как помощь высших сил по этой карте. Шестерка пентаклей. Для кого-то из вас может быть и финансовые темы, вопросы дома, правильного взаимодействия. И если уж мы говорили, что для вас люди надежные важны, вот взаимный энергообмен должен быть. Шестерка, мы на чашу весов на одну можем положить и на другую три. Гармония. Вот именно вот этот самый какой-то верховенственный баланс для вас будет тоже очень важен. Ну и все же это карта финансового успеха. Кто-то может решать вопросы для того, чтобы, ну, может быть, даже финансовую какую-то тему решить, да, и тогда у вас это получится. Но тогда и решение-то, оно какое-то будет альтернативное. Добрые энергии для вас складывают такие обстоятельства, когда в вашем окружении могут быть люди, которые готовы вам прийти на помощь. Потому что по этой карте нам помогают. И эту помощь как будто нужно принимать, не отказываться, не замыкаться в себе. Вот это тоже будет для вас важно. Но эта карта не подразумевает, кстати, что идет в вашу жизнь. В вашу жизнь может прийти такой человек, который скажет попросту: «Одолжи мне денег». Так вот, повторюсь, карта не подразумевает, что мы где-то тратим чересчур эти ресурсы. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Что еще идет в вашу жизнь? И еще один паж. Вам как будто сумма пригодится совсем скоро и для более приятных каких-то вещей. Хотя это не у всех, да, то есть проигрывается. Я больше вижу, что на смену какой-то запутанной истории, отчасти скрытой, как вот невидимой, какой-то игре, ясность как раз и может наступить. По крайней мере, для этого добрые предпосылки. Ну, а для кого-то банально получение денег.
Итак, второй вопрос давайте зададим. Что же вас, близнецы, удивит? А что будет неожиданно, возможно? Что удивит близнецов, а что будет неожиданно? Глаза разбежались, извините. Я всегда говорю так по этой карте, потому что 7 кубков, а взять мы можем только один. Иногда это иллюзорный успех, но это, знаете, тут тогда будет, скорее всего, совпадать, что мной уже было сказано, если ты думаешь повторить какой-то свой прежний метод, это не поможет тебе. Более того, ты зависнешь в какой-то ситуации, это ведь еще карта прокрастинации. Или вот смотрите, что неожиданно. Тут, правда, может нарисоваться какая-то финансовая брешь, когда вам, к примеру, вот именно сейчас нужно провести какой-то платеж, а деньги где-то загулялись, задержались, вовремя не выплатили, и тогда у вас будет тот человек, который вас выручит. Может быть, и вы кого-то выручаете, да? Я такое тоже не исключаю. Но тогда тут не мечтать. Тут нужно именно как-то очень рационально подойти, что вас удивит. У кого-то удивит, но все равно это на уровне ваших мыслей, ваших представлений. Пятерка пентаклей – мелкая заноза, когда отсутствие денег и отсутствие взаимопонимания. Причем первое и второе – какой-то клубок, как будто соединяется это все, вот эти энергии, и нам кажется какая-то проблема неразрешимой. И поэтому этот выбор сделать сложно. Не хочется думать о чем-то сложном, хочется думать позитивно, но не всегда мысли позитивные помогают. Иногда необходимы рациональные мысли. Вот, пожалуй, у вас такой вариант. Потому что для кого-то из вас буквально вопросы страсти, желания, да? Желание быть с каким-то человеком или желание что-то прикупить, может быть и так, решить свой вопрос. Но это ведь всегда карта говорит: не играй, иначе какая-то игра перейдет в опасность. Понятно, что мы собой не рискуем. Ни финансово, ни каким другим образом. И если была какая-то зависимая ситуация, кто-то из вас тоже может сказать «точка». Это нужно как-то решать. Что же вас удивит? Вас может точно так же удивить еще другая новость. Может быть, вообще много будет какого-то информационного потока, когда вам достоверность информации придется перепроверять. По тузу пентаклей, но тем не менее, у кого-то будет так, что деньги вроде задержались, и вы уже расстроились, успели, да, успели с кем-то договориться, но тем не менее финансы все-таки пришли. Для кого-то из вас получение важного действительно документа по тузу пентаклей – это возможность, это шанс. Шанс как минимум выйти из какой-то ситуации, которая тянется длительное время. Начать строить более такие правдоподобные планы с учетом того, что есть в реальной жизни вокруг. Как будто выбор необходим по пажу жезлов. Мы как будто выбираем, куда же мы пойдем. Где-то отчасти и первый паж. Пажи – это у нас вестники. Но именно в этой колоде, именно карта уже, да, тут мы уже как будто прицеливаемся, в какое место пойдем или чем мы будем заниматься. Ну вот тут, наверное, куда мы пойдем больше, да, или откуда может приходить доход, каким образом. А здесь чем мы будем заниматься или какие методы мы будем использовать. И все это может крутиться вокруг финансов и каких-то документов. Но опять же, это ваше решение. А на кону ваше солнце. Вы знаете, вот добрые энергии, мои дорогие близнецы, это правда? Если вверху, вот я говорила, как карта помощи, да, высших сил, а внизу солнце. Солнце, конечно, мы иногда говорим, карта нашего эго, когда хочется так, как хочется, а не как-то там по-другому. Но все же нам это не помогает. Это мы тогда, если где-то идем на поводу у своих желаний и эмоций, мы тогда не успеваем заметить, как какая-то игра вот и переходит в опасность. Или какая-то ситуация, она становится уже как зависимая. Зависимая от чего-то, от кого-то. Или когда нам все сложнее и сложнее, ну, какое-то рациональное решение принять. Причем тут ведь не получится по 15-му аркану что-то порвать. Тут скорее себя нужно перестроить на какой-то другой маневр или как минимум себя уговорить, принять какую-то сложившуюся реальность. Потому что, может быть, смотря чего касается вопрос,
Но для кого-то это может быть натуральный риск, поэтому рисковать не нужно ни финансами, ни им самим собою. Но, а если эта тема касается взаимоотношений, то тут вам тоже нужно что-то определить. Тогда слушайте свою душу, мои дорогие, слушайте свое сердце. Не поддавайтесь где-то только прагматизму. Тогда, знаете, прагматизм, он хорош в решении конкретных тем и финансовых тем. Но если вы чувствуете какие-то, имеете чувства к конкретному человеку, к какой-то персоне, то тогда тут эту тему тоже нужно прояснить. Потому что сколько бы мы как не утрамбовывали, не закапывали что-то вглубь себя, а направление-то нам нужно какое-то новое выбирать. Я не буду останавливаться на этом подробно. Я вижу, что где-то расклад перекликается с гороскопом. Я вас приглашаю на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео. Перейдите, прочитайте гороскоп на февраль. Там у меня на сайте разного рода гороскопы. Вот просчитайте. Вы ведь мастера аналитики, мои дорогие. Поэтому переложите вашу ситуацию на то, что нам советуют звезды буквально. Потому как возможности у вас есть, но решать будете вы сами. И выбор тоже будете делать вы сами. Что изменится для близнецов? Или будет меняться? Аркан умеренности. С одной стороны, конечно, это баланс, но что изменится? У тебя твою жизнь никто не изменит. Вот в ближайшее время так это точно. И если ты сам, вот предыдущие два ряда карт, они ведь, в общем-то, нам и говорили, что решаете только вы. И здесь, посмотрите, опять что-то идет в паузу, в затяжку. По умеренности, да, ну, баланс нужно держать, это понятно. Но семерка пентаклей – это не есть какой-то движ или динамика. Это опять же все без изменений ожидания. Ну, еще и в довесок аркан Луна. У кого-то может быть даже ситуация по недвижимости. Иногда по аркану Луна, а с учетом предыдущих карт, это действительно у кого-то вопросы дома могут быть. Вопросы вашего места пребывания. Ну, то тогда, даже если вы думаете, что вы сейчас ничего не можете изменить, и вы знаете, мои дорогие, может быть, в каком-то контексте вы и не можете, но вы явно не видите какие-то свои собственные ресурсы, потому что вы рискуете, опять же, нам снова карты говорят, вот если ты погрузишься, как будто близнецы, вот в эту мрачную комнату, да, исписанные дневники, обратите внимание, много каких-то сложных мыслей. Там вон восход солнца, девушка этого не видит. Она вот, понимаете, полностью как будто смотрит вглубь себя. Она перестала где-то ловить вот то, что происходит вокруг. Или вообще где-то анализировать, где я нахожусь, зачем мне это нужно. Вот тут явно есть какое-то пространство вокруг вас, которое вы можете изменить в том или ином плане. Ну, буквально, может быть, не за один момент, но определиться вот вам в этом явно тоже стоит. Потому что по аркану Луна мы с учетом этих карт как будто можем задержаться более долго в том месте. Нам, может быть, там и не очень нравится. Нам, скорее всего, где-то привычно. Это мы себя уже уговорили. А на самом деле тут нужно как будто прекращать вот такое состояние. Тут вам будет даже, опять же, помогать. Смотрите, у вас два светила. И карта ведь Луна говорит, выглянет солнце, встанет все на свои места. Но, тем не менее, вам как будто надо искать дорогу к выходу. Вот правда. И вам все будет новое помогать, как изменится ваша жизнь. Пока вы сами не ну, вы вот странно, да, иногда по этой карте легкость на подъем. И вы ведь легкий на подъем, это правда. Уж кто, а близнецы вот тут за вами, что говорится, называется, не заржавеет. Но почему-то у вас сплошные паузы, сплошные какие-то обдумывания или, может быть, какое-то время вы были вынуждены находиться в каком-то ограниченном пространстве, то тогда по двойке пентаклей все-таки уже завершается этот процесс, и от того, как мы впишемся в новую реальность, от того, как мы вот, видимо, легки на подъем и будем, как от того, как мы начнем рассматривать какие-то варианты. Ведь тут буквально карта говорит: пробуй все новое.
пробуй, пока не получится или не надоест. Вот только вдумайтесь в это. И поэтому у кого-то по работе, значит, не один вариант, а несколько вариантов. Не ставить перед собой табу, какие-то, знаете, жесткие рамки. Вот будет так, а так не будет. А почему не будет? А тут вот как раз надо посмотреть. А дай-ка я посмотрю другие, может быть, сферы приложения своих знаний, своих навыков, интересов. Тут вот чем больше вариантов вы попробуете, мои дорогие, именно через пробу по этой карте приходит опыт, и вместе с опытом приходит понимание, как вам нужно изменить что-то. Опыт, новые планы, как я сказала, и есть какой-то человек, который вас может поддерживать. Это правда. Есть тот человек, который к вам относится искренне. Будьте внимательны, опять же, как будто взаимный энергообмен. А, Молодой человек дарит нашей девушке, дарит цветы, а рядом точно такая же ваза, да, вот как будто делятся, да. Может быть, эта девушка ему подарила, а он ей взамен. С кем у вас есть из людей взаимопонимание? Кого вы считаете в своей жизни надежным человеком? Может быть, даже у кого-то из вас это те люди, ведь иногда мы говорим ностальгия, эта карта, когда вы давно уже знали этого человека. И, может быть, у кого-то так проиграется, как изменится ваша жизнь. Какая-то прежняя личная история, когда вот все зависит от того, сами вы захотите что-то продолжать или нет. Вам как будто решать. И если какой-то человек, ну, как из головы не идет, может быть, и следует как минимум важный разговор провести. Точно. Надежные люди, добрые люди, искренние люди. И вот этот элемент новизны. И 20-й старший аркан говорит, у тебя прошлое завершается таким образом. Завершается, может быть, через перемещение, через легкость на подъем, через какое-то такое, знаете, благодатное общение с добрыми и надежными людьми. У вас заканчивается период ожидания и каких-то вот сложностей. Ну, по крайней мере, карты нам показывают, что где-то, мои дорогие близнецы, на вас влияет, по крайней мере, оказывает в каком-то проценте влияние ваше общество, то есть в котором вы находитесь, ваши друзья, ваше окружение. Может быть, вы это тоже будете менять. Тут уже у каждого по-своему. Но что-то близится к завершению. 20-й старший аркан– это как страшный суд. Тут все, знаете, как по судьбе мы говорим, да? И в этой колоде здесь, смотрите, это уже новый жизненный этап. Собственно, у нас с этого начался расклад по Таро. Таро ведьмочек. Ведьмочка играет, как волшебная флейта, да, наверное, вот эти волшебные звуки. А карта нам говорит о возрождении. Избавление от боли, избавление от страданий. И тебе отсюда только вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Читайте мои публикации. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы. Будьте любимы всегда.